Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи известный украинский политтехнолог Сергей Гайдай. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Рад приветствовать. Да, Сергей, сегодня очень так важный день на международном поле. Сегодня Резников в Рамштайне встречается с Остином. Сегодня действительно много, скажем так, ожиданий и заявлений по поводу членства Украины в НАТО, по поводу израильской модели для Украины и подготовки к непосредственно саммиту в Вильнюсе. В общем, на самом деле все ищут пути разрешения какого-то хотя бы промежуточного ситуации с войной в Украине. Но, что интересно, именно сегодня через Европу, направляясь в Киев, к Анджею Дуде заехали африканские миротворцы, и он их принимает, сообщает канцелярия президента Польши. Как вам кажется, чем ближе к саммиту в Вильнюсе, тем будут больше, весить мирные предложения? Давайте начнем с конца, с мирных предложений. И они как ничего не весили, так и весить не будут. Потому что это такая, знаете, я люблю смотреть иногда какие-то психологические ютубные каналы, где рассказывают вам там про всякие когнитивные свойства человека. И есть такие каналы, которые посвящены вот когнитивным ошибкам. Ошибкам логики, ошибкам мышления. Это колоссальная ошибка думать, что миротворчество во время того, как агрессор начал войну, оно может сработать. Оно не работает на самом деле. Миротворчество имеет тогда смысл, когда обе стороны являются по своим убеждениям и ценностям равными в конфликте, и обои видят в договоренностях выгоду для себя. В случае же, когда на вас напал агрессор, эта ситуация, я часто привожу этот пример, вы переходите в Африку речку, а вас за ногу схватил крокодил. Он исключительно в этот момент видит кусок мяса, который он съест. И все, кто будут ему мешать, это делать, он будет воспринимать как ненужную помеху. «Дайте мне съесть это мясо», — говорит крокодил, даже если вы сопротивляетесь. И уж точно он вас не рассматривает как объект, с которым нужно о чем-то договариваться, когда он голодный и есть хочет. В этой ситуации единственный способ разрешить ситуацию очень просто. Убить агрессора, уничтожить, ликвидировать или сделать так, чтобы он потерял всякую возможность вас жрать. Вот все миротворцы — это либо люди недалекие в части интеллекта, не понимающие, что происходит, и такое может быть даже на самом высоком уровне. Например, этим активно болели лидеры Европы. Немецкие лидеры, лидеры французские. Но, кстати, им пришлось менять свое мнение под давлением фактов, под объективными обстоятельствами. Они очень сильно поменяли позицию. И из позиции «надо договориться» нельзя терять лицо Путину, этому самому крокодилу, который вас жрет. Знаете, когда вас жрет крокодил, по-моему, похрен, он теряет лицо, не теряет. Главное вышибить ему глаза и вырвать зубы. Вот другого способа достичь мира, другого миротворчества не бывает. Это за этим Макрон просится в ЮАР на саммит БРИКС? Вот. Но тем не менее они меняют. И недавно я сам, к сожалению, не читал, поэтому да, мне эксперт рассказывал, как поменялась позиция Макрона. Он там выдвинул план огромный. И это принципиально другая позиция, чем тогда, когда он активно пытался по телефону разговаривать, ездил в Москву и воспринимал Путина адекватным собеседником. Путин неадекватный собеседник. Для этого не надо быть экспертом. Посадите хороших, качественных психологов у экрана и посмотрите на все прямые выступления Путина. Вывод один. Этот человек живет в неадекватной реальности. Он не понимает, что происходит реально. Вот, особенно это касается там, его последнего общения с блогерами. Это такой уровень, что даже сами блогеры потом высказывались и выражали сомнения, что Путин вообще осведомлен о реальности, которая сегодня в мире, на фронте, у него в стране и так далее. Поэтому миротворчество сегодня выглядит либо вот такой вот глупостью, то есть некомпетентностью реально, отсутствием развитого политического интеллекта у тех или иных лидеров, которые решили это сделать, либо хитрой, тайными планами
в которых выгодно, чтобы Украина войну проиграла, например, как китайская позиция. Им выгодно, чтобы Украина проиграла войну, потому что для них это проигрыш США, с которыми они конкурируют на мировой арене. Да? Либо это прямые агенты Кремля, как господин там, Виктор Орбан, ну, я уже не говорю про Лукашенко, да, который тоже выходил с миротворческими пропозициями, которые конкретно топят за то, чтобы Путин выиграл эту войну, потому что они являются либо союзниками, либо агентами, либо им просто выгодно иметь дело не с Украиной, не с цивилизованным миром, на стороне которой мы так или иначе оказались, а с Кремлем. Сергей, но это все, наверное, действительно имеет, ну так, серьезное основание так полагать, если бы все удавалось на поле боя в процессе наступления. А информация, по крайней мере, в западной прессе, ну такая тревожная. И о потерях рассуждают, и чиновники, военные чины Европейского Союза, НАТО говорят, что это наступление, ну, не такое, как мы ожидали, придется ждать еще ни одного наступления, и это все очень надолго, и вообще не факт, что удастся отвоевать все свои территории Украине. Поэтому, наверное, это и подстегивает это миротворчество, не так ли? Саша, не буду толерантным. Это тоже проявление вот той самой миротворческой глупости. Считать, что все решится по одному щелчку. Давайте вспомним всю историю. Почему-то ошибка мышления – это забывать всю цепочку событий. Всю цепочку событий забывать. Да, во-первых, тут проблема в основном нашей власти. Ни Петр Порошенко, ни, извините, ни нынешняя власть к войне настоящим, надлежащим образом не готовилась. Ну, честно будем. Я могу вам там, не будучи военным экспертом, но памятуя мою работу на Народный фронт в 2014 году, вспомнить некоторые эпизоды, где даже я, политтехнолог, политический консультант, говорил, например, Арсению Петровичу, что не предлагайте стране проект «Стена». Ну, люди же будут ждать, что вы по границе с Россией выстроите реальную бетонную стену в 6 метров высотой. Она в военном плане не имеет никакого значения. Артиллерия разбивает дырки в такой стене. Ну, во-первых, она стоит безумные деньги. И ничего она не решит. Предложите стране, когда станете премьером, и действительно сделайте этого, постройте укрепрайоны. И не просто по границе с Россией, по границе с Белоруссией в том числе. Потому что Россия, как когда-то немцы, учите историю. Вот что я рекомендую всем политикам, учите историю, это прекрасная для вас наука. Там есть все схемы, там давно все ситуации проиграны, которые вас ожидают. Напоминаю, когда французы выстроили линию Мажино, действительно настоящую, хорошо укрепленную линию, которую ни одна немецкая армия не смогла бы пройти быстро и решительно, вот, они обошли через леса Бельгии, через, по-моему, Верденский лес, если не ошибаюсь, он называется, да, и обошли. Поэтому Белоруссия для нас такой Верденский лес, через который Россия в итоге и прошла. Но постройте укрепрайон. Что такое укрепрайон? Это не бетонная стена. Это то, что сейчас русские выстроили на Запорожье и в Крыму. Например, когда довольно мной уважаемого военного эксперта Светана, он, по-моему, бывает у вас в эфире, да, спросили, а что означает, что русские эвакуируют мирное население из Северного Крыма, он говорит, все верно. Эвакуировать мирное население, строить линию укрепления и подводить к ним войска, выставляя их в определенные эшелоны, готовясь к обороне, это нормальные действия, которые должна делать воюющая сторона, ожидая наступления врага. Вот смотрите, ровно этого с 2014 года Украина не делала. Не отселяла из приграничных районов людей, не выстраивала укрепрайоны или линии обороны, опорные пункты, и не придвигала туда эшелонированные войска, которые бы очень быстро бы заняли это. И мы бы не видели войск под Киевом, мы бы не видели войск, которые хотели зайти в Сумы, мы бы вели бои, да, на границе. Ровно, обратите внимание, это нам удалось сделать только на линии разграничения с ЛНРами, ДНРами, так называемыми. И до сих пор эта линия практически стоит на том же месте. Или, по крайней мере, устойчивая была практически там в течение года. Поэтому и назовите это не стена. Я предлагал, знаете, как назвать по такой европейской традиции, европейский вал. Почему европейский вал? Чтобы сказать, вот здесь заканчивается Европа, с той стороны идет агрессивное наступление вот некой российской орды,
а мы защищаем Европу. Более того, под названием Европейский вал брать помощь на строительство этих укрепрайонов, на перевооружение армии, на подготовку армии, которой надо было заниматься, да, выстраивать, вот те же зубы дракона должны были ставить мы против российских танков. И так далее, так далее, так далее. Вот. И поэтому, безусловно, вина в том, что война вот развивается и длится 1,5 года, и противник все еще силен и не разбит, лежит, конечно, на нашем военно-политическом руководстве. Не на всем. Нам в том числе повезло. Залужный и военные, которые пришли к руководству армии, все-таки, невзирая на позицию Банковой, сумели много чего сделать. Я могу перечислять по пальцам, но вы должны понимать, что они тогда действовали в условиях многократного превышения числа противников. Тогда украинская армия насчитывала около 40 тысяч бойцов, реально под ружьем. Готовность и армия России была даже не 170, как сейчас называют, а 250 и с лишним. И поэтому, безусловно, надо было проводить мобилизацию, скрытую, чтобы не возникала паника. Надо было укреплять свои границы и заниматься, безусловно, снабжением армии. Всего 20 тысяч бронежилетов на начало войны. Извините, как можно победить противника с такими силами? Нам пришлось догонять, мы до сих пор догоняем. И поэтому, смотрите, не надо рассчитывать на победу в 2-3 дня. Это глупо. Но я хочу сказать, что вина лежит также и на коллективном Западе. Это коллективный Запад сдал нас и считал, что мы за 3 дня исчезнем как страна, и договариваться надо будет с Путиным. Это коллективный Запад 30 лет эту страну довольно агрессивную, с ядерным потенциалом, без, скажем так, без процедуры сделал членом Совета Безопасности ООН. Без процедуры, нелегитимно. Это коллективный Запад торговал с ними дешевыми энергоносителями и накачал и технологиями, и деньгами Россию. Так что она сегодня обладает теми ракетами, которые прилетают на наши головы. И не видел долго агрессивной риторики руководства фашистского режима Путина, которые прямо заявляли, что они рассчитывают на мировое господство, на вернуть империю назад, не признают независимость ни Грузии, ни Белоруссии, ни Украины, я уже не говорю про Молдову и так далее. У них тоже есть вина. И будем честными, поняв это в какой-то момент, поняв, что, во-первых, украинцы сопротивляются, у нас есть армия, которая воюет и показывает высокие результаты, они увидели, что помимо беженцев, которые ушли из этой страны, остались люди, которые готовы эту страну защищать до последнего и могли бы на самом деле обеспечить военную поддержку в разы более сильную. Ну вот смотрите, сколько прошло? 1,5 месяца. И представить себе, что если бы те решения, которые принимаются сегодня, были приняты в первые дни войны или хотя бы через месяц войны, мы бы на данный момент имели уже подготовленных пилотов и F-16. И это бы наше наступление сегодняшнее делало принципиально другим, потому что мы наступаем без авиации против врага, который все еще по численности и вооружения, и, скажем так, по численности и вооружения, и по боевому составу нас превышает на многих участках фронта. Более того, мы показываем невероятную эффективность. Просто мало кто может анализировать это в цифрах. Почему? Я, например, очень доверяю такому военному эксперту. Он в Фейсбуке действует под псевдо Арти Грин, если знаете. Это человек, который обладает, капитан, мне кажется, ВСУ, артиллерийский разведчик. Что такое артиллерийский разведчик? Это тот, который поле боя видит в целом. Он видит обстановку. Да? Он не просто там на своем участке фронта. Так вот, он высоко оценил наше наступление под Херсоном. Да, к сожалению, мы прозевали. По-хорошему нам надо было запереть там войска и уничтожить русских. Мы дали им отойти. Русские это сделали на 5, как он сказал. Но само наступление тогда, если помните, оно было медленным. Оно было как давлением на противника. И он говорил, что в таких наступлениях важно смотреть не на территориальные приобретения, а на взаимоотношения потерь. Он тогда говорил, что у меня точных цифр нету, но то, что я вижу, что русские в обороне теряют в 7 раз больше бойцов, чем наши. Ну, это тогда. Смотрите, невзирая на всю российскую пропаганду, я внимательно пытаюсь посмотреть, какие же цифры здесь. Вообще, традиционно наступающая сторона должна терять в 3 раза больше обороняющихся.
Сегодня такого взаимоотношения нету. Даже на некоторых участках фронта все те же цифры. 8-7 бойцов российских против одного нашего. И это в наступлении нашем. Но и у меня есть масса друзей там, которые сейчас находятся прямо в пекле. И я их об этом спрашиваю, они, конечно, неохотно это говорят, но говорят, что, безусловно, в 3-4 раза русских теряет больше. Более того, сейчас им не ставится задачи территориальных приобретений, так называемых, что вот отчитаться, что мы зашли в какой-то город и так далее. На этом этапе им ставят задачу максимальное уничтожение техники и личного состава противников. Но кое-где они уже в первых окопах российских, которые говорят, что оборудованы по высокому классу. То, что русские готовились и использовали время, и харьковского варианта большого прорыва, где они не ожидали, не будет. Они ожидали, они готовились, они сосредоточили все усилия. Более того, подрыв Каховской ГЭС был, безусловно, с военной целью. Они таким образом отсекли любые наши действия на 2-3 недели со стороны, скажем, Днепра, Херсона, чтобы максимально сосредоточить все войска на запорожском направлении, где, понятно, наши будут искать точку основного прорыва. Но опять же, отдайте это военным. Политики зачастую проявляют невероятную глупость, как и обычные обыватели, которые говорят, ну а где же наше наступление, что происходит? Это довольно сложное дело. Я вам вспоминаю крупнейшую битву Второй мировой, Курскую дугу. Она, по-моему, месяц длилась, как минимум, пока не наметился тот самый перелом. И более того, она признана, конечно, победной за советской армией, но там были такие моменты, когда практически это засчитывалось как проигрыш. Известное танковое сражение под Прохоровкой, где потом была придумана масса мифов. Такого танкового сражения под Прохоровкой не было на самом деле. Там немецкие войска уничтожили огромную колонну российских танков. Это такой была схема Угледара, если помните, да? Когда наши двигались колонной, потому что местность не позволяла, и было уничтожено там сотни наших танков. Другое дело, что это была защита на нашей победы, потому что немцы не сумели в итоге прорваться, тоже потеряв хоть и значительно меньшее количество, но своей боевой техники. Но в итоге стратегически эта битва была выиграна, она длилась месяц. Да, Сергей, Да. пока мы просто далеко не ушли, здесь сразу два аспекта, одно уточнение и один вот прям момент, который нужно разобрать. Аспект первое уточнение. Вы говорите о как бы наступлении вооруженных сил Украины, там, вы сказали свое мнение, свой взгляд на происходящее. А кто руководитель наступления ВСУ на юге Украины сейчас? Мы смотрим на то, как ездит президент, он фотографируется с генералами оперативных направлений, а Залужного вспоминает в последнюю очередь. Есть генералы, например, генерал Кривонос, он говорит, что, прямо говорит, что это не будет успешное наступление, и как бы Залужный изначально предлагал другой план. А кто-то говорит вообще, что Залужного затерли, вбросили в прессу западную, что он руководил подрывом северных потоков, а BBC как бы выдает на гора, да, вот эти данные, что в первые дни Даша, давайте вторжения договоримся. он предлагал взрывать мосты в Киеве через Днепр. То есть идет какая-то такая информационная отработка. Вам не показалось? Даша, давайте договоримся. Это все, что вы сейчас назвали, называется туман войны. Он возникает по нескольким причинам. Причина первая – это направленная, целенаправленная работа противников. Есть работа с нашей стороны, есть работа с их стороны. Я увидел, когда они взорвали дамбу, о том, как быстро включились они, обвиняя, что это результат ракетного удара украинцев. И только потом, условно говоря, мы стали приводить какие-то аргументы, что это нам и близко не выгодно, и как это могло быть. Кстати, они сейчас отменили эту версию, рассказывают, что с высокой вероятностью дамба была разрушена в связи с тем, что она была повреждена, и там накопилось много воды, и произошло саморазрушение. На самом деле были взрывы, и дамба была под контролем российских войск, и дамба была ими заминирована, что ими не скрывается прямым источником. Но напустили тума настолько, что мы в итоге не получили адекватной реакции коллективного Запада, ООН, потому что это реально очень мощное преступление, экологическое преступление, равное подрыву ядерной бомбы. И это очень плохой сигнал, потому что Путин, увидев такую импотентную реакцию мира, может подумать, что я могу себе позволить и дальше предпринимать что-нибудь, вплоть до тактического ядерного взрыва или
организации аварии на той же Запорожской АЭС, понимая, что войну он проигрывает, и нужны какие-то другие методы противодействия, да, тому, что происходит на фронте. Это первое. Второе. Так устроена человеческая психика, что когда нам хочется искать заговоры, замыслы, тайные операции, мир наполняется всем этим, где Залужный, где Северный поток. Ну, у меня, кстати, по Северному потоку особое мнение. Я считаю, что действие было очень правильное, очень выгодное Украине. И, знаете, хочется верить в существование украинского Моссада. Помните, да, что такое Моссад и как он действовал, защищая интересы того же Израиля, раз мы схему безопасности Израиля упоминаем. Она очень простая. Израиль будет делать все, что будет защищать жизни израильтян и интересы израильского государства, невзирая на то, как думает весь мир. Там, где он готов сотрудничать с миром, он будет сотрудничать, где... И я помню, как долго весь мир Израиль предъявлял всяческие претензии под названием, что они не дают палестинцам организовать свое государство, что они оккупанты, которые оккупируют какие-то арабские земли, которые им не положено, и так далее, и так далее. Но Израиль твердо стоял на своем и не считал нужным отчитываться перед миром, когда Моссад действительно производил довольно крутые и серьезные спецоперации. Это вот, ну, как бы, мы сейчас далеко идем. Но давайте не обсуждать туман войны по многим причинам. Во-первых, туман не имеет смысла обсуждать. Его специально делают, чтобы вас запутали, чтобы вы ушли от тех фактов, которые очевидны, и по поводу которых мы стали с вами обсуждать. И это часто бывает либо свойством психики обычного обывателя, который не в теме. А второе, это бывает целенаправленная работа воюющих сторон. Ну, в информационном плане модное словечко сейчас ИПСО, результатом чего-то ИПСО. А второе, ну, мы с вами, когда обсуждаем подобные вещи, должны помнить, что ни вы, ни я не являемся реальными инсайдерами, знатоками, экспертами того, что происходит на самом деле. Судим об этом по открытым источникам. Ну вот по открытым источникам кто главный, Сергей? Я знаю одно. Безусловно, пока главным стратегом и человеком, который несет ответственность за действия военные, является Залужный. И это довольно удачный выбор, потому что пока это лучшее из того, что я видел. Безусловно, у него есть ряд генералов, которые тоже причастны к планированию. Я более-менее знаю действия пана Сырского. Вот. Про остальных не знаю. Единственное, я могу вам сказать, что мне лично жизнь сводила с Сергеем Кривоносом, который до победы Зеленского на выборах считался одним из авторитетов в армии, человеком, который создал в свое время ССО, очень уважаемых в армии. Но, к сожалению, мне кажется, у него есть одна очень серьезная проблема. Он, пойдя в политику, наделал там огромное количество ошибок и превратился из военного в политика. И сегодня он не военный эксперт. Сегодня он политик, который очень не любит нынешнюю власть, которая считает, что она его обидела. Поэтому она всегда у него во всем виновата. Иногда справедливо, иногда несправедливо. Я сам вам только что сказал, что эта власть не готовилась к войне. Это была серьезная ошибка, которую стоило бы власти признать публично. Вот, чего она не хочет делать. Но тем не менее власть кое-что сделала, что сегодня позволяет нам довольно эффективно обороняться. По крайней мере, дает Залужному работать. То, что будут всегда слухи, разговоры и внутренняя борьба внутренних группировок в любой власти, интриги, связанные с тем, скажем так, кого-то подставить и так далее, это есть. Не стоит на это серьезно обращать внимание, пока это не становится серьезной проблемой. Ну, а я вам честно, поэтому иногда в своих оценках Сергей Кривонос совершенно неадекватен и действует как политик, который просто недоволен всем, что происходит в том же президента или в нынешнем руководстве войсками, потому что он давно не там, он давно не в армии, он давно не при делах, а хотел бы, конечно, быть реализованным, потому что, в общем-то, у нас как внутри себя он так политиком не стал, остается военным. И надо это тоже понимать, как многие эксперты, довольно мною уважаемые, иногда делают какие-то такие субъективные искривления, даже находясь на фронте, стараясь кого-то в чем-то обвинять, а про чью-то вину, кто им близок и понятен, забывать и так далее, объективности вы сейчас не найдете. Я предлагаю просто не добавлять в этот туман войны еще собственного тумана. Хорошо, не будем. Давайте, понятно, что
Можно много разбирать разные материалы, которые пишут западные СМИ о нашем наступлении. Ну, как бы нас просят молчать, но один эпизод я бы хотел, чтобы вот мы как бы на нем закончили обсуждать тему наступления ВСУ с вами на сегодня, да, потому что я уверен, что будут еще новости, и официально подтвержденные, и важные. А, Гросси приехал на Запорожскую атомную электростанцию. Вместе с этим в Твиттере и в других социальных сетях, плюс изданиях, ну, там, немецких, американских, гуляют прям целые карты. Я думаю, что вы видели, вам попадались прям карты со стрелочками, как будет проходить наступление ВСУ. Во всех подробностях, где какой укрепрайон, куда будут заходить сначала, откуда будет разветвление на две стороны, там, Бердянск, Мелитополь. На этих стрелочках есть также и Запорожская атомная с форсированием, ну, как я понимаю, да, водохранилище, которое обмелело после подрыва дамбы. И вот уже, ну, понятно, это непроверенная информация, это все там как бы обсуждается, что якобы лодки вот в районе Энергодара, собственно, готовятся ВСУ одну из этих стрелочек реализовать. Но там сейчас Гросси. Здесь возникает вопрос. Гросси сдерживающий фактор для деоккупации Запорожской атомной электростанции или наоборот? Я думаю, и не то, и не другое. Если наши, ну, во-первых, давайте так, к любым опубликованным картам вы должны относиться как к тому же туману войны скептически. Настоящие карты не могут присутствовать в принципе. Более того, я вам скажу, реальных карт, скорее всего, не существует. Вот таких окончательных. Потому что, ну, я попытаюсь вам объяснить, не будучи военным экспертом, как порою планируются и проводятся войсковые операции. Это всегда многовариантный вариант. Ну вот смотрите, вот я предполагаю примерно так. И думаю, что никаких военных тайн я не выдам. Вот у вас есть участок фронта большой, протяженный, от Донецкой области до Днепра, да, по Запорожской области. И есть какие-то концентрации каких-то войсковых частей. Кстати, до сих пор серьезные, не оперативные, не стратегические резервы в эти войска, в бои не введены. Это означает, что пока нет никакого реального направления основного удара. Но вы теми частями, которые на фронте, даете им приказ начать совершать давление и атаки, и маневры на противника. Зачем? Чтобы посмотреть, где, как выглядит оборона противника. И в тот момент, когда эти действия приведут к тому, что обнаружится какой-то участок фронта наиболее слабый, вы туда и ведете. Вы еще сами не знаете, где это будет. Да? Вы ведете и переводите туда уже по ходу действия. Или, допустим, где-то вы начинаете прорываться, противник начинает туда стягивать войска, а вы бьете в совершенно неожиданном месте. То есть, грубо говоря, таких карт, детально проработанных, что будет, их просто в природе не может существовать. Поэтому это не более как чьи-то гипотезы. Как я вам мог бы нарисовать карты там месяца два назад, мы с Евгением Киселем обсуждали мои предположения о 5 направлениях удара. У меня там было и форсирование Днепра, у меня там было и удар на Брянск, нашей бригадой какой-нибудь по прикрытием ПВО, чтобы максимально сделать панику и дезорганизацию российской власти. Что-то подобное происходило. Поэтому будет ли форсирование Днепра, не будет, не зависит от того, кто там присутствует или не присутствует на атомной станции. Более того, безусловно, единственное, что, безусловно, эти действия не начнутся, пока не будет определено и решено, скажем так, создаст ли это для нас какие-то проблемы, как для гибели наших военных, так и для гибели международных наблюдателей. Вот, поэтому это каким-то серьезным фактором рассматривать нельзя. Это фактор просто работы с общественным международным мнением, которым надо поставить и сказать, что угроза для атомной станции такая же, как она была и в итоге была реализована с плотиной это самое, Новокаховской ГЭС, она существует. Поэтому и это больше вопрос не военных действий, а создания, скажем так, работы с общественным мнением на Западе. Запорожская атомная. Ну, это следующий объект потенциальной угрозы. И, ну, наверное, внимание всего мира должно быть приковано именно к этому объекту, потому что некоторые даже... Я думаю, что по поводу Запорожской атомной надо требовать только одного – холодного заглушения реакторов. Чтобы в случае любых боевых действий
мы бы не имели там новый Чернобыль. И более того, как раз ровно этому сегодня российские оккупанты противодействуют, потому что такое предложение от персонала атомной станции, которая там у них находится в заложниках, не раз поступало российским оккупантам, что мы готовы заглушить. Они им этого не позволяют Ну так делать. это Понятно. приглашение наступать в СУ. Так приглашение ВСУ наступать не нужно, оно все равно будет наступать. Думать, что не заглушив ядерную станцию, Украина перестанет освобождать свои земли, планировать операции и бить по врагу, это наивно и глупо. Это как раз тот момент, что в отличие от многих миротворцев в мире, с чего мы начинали, мы окончательно поняли, что если мы не убьем крокодила, который уже схватил нас за ногу и жрет нашу страну, мы просто умрем. Какая нам разница? Поэтому, условно говоря, будет они заглушены, не будет, наступление ВСУ от этого не отменится. А в части форсирования Днепра, так оно возможно в любой точке, не только в районе атомной станции. Оно возможно и внизу, в районе Херсона и так далее, как вспомогательные операции. И в итоге, если честно говорить, то можно не бить по атомной станции, которая просто мощный укрепрайон по самому факту, что она создана и существует. А если она окажется в окружении, если ее обойти и окружить, то никакие оккупанты там держать ее в своих руках не имеют смысла. Не имеет смысла. Ну и подрывать не имеет смысла, потому что это ровно будет самоликвидация тех оккупационных частей российской армии, которые сегодня удерживают эту атомную станцию в своих руках. Друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, напишите, что думаете вы. Еще один очень важный аспект в самом финале нашего с вами сегодняшнего разговора, Сергей. Какая-то рефлексия. Вот вы несколько раз упоминали о том, что вот ошибка власти, мол, не готовилась. Ну, скажем так, это отсылка к полуторагодичной давности, ну, как бы анализу событий. Но и сейчас же события происходят, ну, не бог весть какие. Ну, вот это скандал с барабанами для бомбоубежищ, закупленными за 1 000 000 гривен. Но он так всколыхнул украинский сегмент соцсетей. Я думаю, что многие местные там главы администрации, главы районов в глубинке, там в провинции, да, украинской, они почитали и посмотрели, куда Киев жирующие деньги тратит. Что, о чем это говорит? Это, ну, невыученные уроки, как нужно правильно и грамотно готовиться? Нет. Наша власть и наше государство, о котором я говорю как о теневом государстве, не собирается не учиться ни на каких уроках. Она создана была как механизм специально для обеспечения благополучия правящего класса, всего того чиновничьего аппарата, который существует, который никуда не делся с войной, хотя часть из них, безусловно, убежала куда-нибудь в Монако. Наиболее, скажем так, часть, которая наелась, если можно так сказать, потому что саранча, она подобна саранче, никогда не наедается, пока поле не исчезнет, на которое она прилетела. Вот. Для меня нет ничего удивительного. Каждый политично стурбованный украинец знает об этом. У нас просто 2 войны. Одна война с нашим врагом, который засел в Кремле, с фашистским режимом Путина, с российскими оккупантами, а другая война с теми, кто оккупировал нашу страну еще до этого 30 лет, выстроил эту систему. Это чиновники, которые никуда не делись, об этом все знают. И к войне ведь не готовились, извините меня, не только Зеленский. К войне не готовился и Порошенко. К войне не готовился и Ющенко, который говорил о том, что война возможно будет. Почему не создавали армию? Мы к 2014 году подошли с полным отсутствием армии и абсолютным непониманием, какая угроза зреет у нас со стороны режима Путина. Мы не проанализировали, что Путин сделал, условно говоря, напав на Грузию в 2008 году. А это ведь времена Ющенко. При том, что мы им там помогали, поддерживали. Но надо было понимать, что ровно такая же операция может быть проведена, спецоперацией против Украины и так далее. Это просто 2 цивилизации. Есть зреющая и благодаря тяжелым временам довольно сильно мобилизованное гражданское общество Украины, а есть чиновничий класс, с ним придется разбираться. Просто во время войны это делать неудобно. И я являюсь тем экспертом, который всегда говорил, что выборы во время войны для Украины это не плюс, не минус, а плюс. Что политический процесс и критика властей во время войны даже важнее, чем вне войны.
что это наши исторические корни, что казаки всегда собирались на Черную Раду, если гетман, который вел их в поход, допускал какие-то ошибки или они перестали ему доверять и так далее, я был на этой стороне. А то, что любая власть не любит критики, и вас сразу скажут, что вы агент врага. Помните, сколько при Порошенко людей, критиковавших, вплоть до Саакашвили, да, назначались агентами Путина и рукой Кремля. Потому что это очень удобная позиция. Мол, у нас война, не смейте нас критиковать, мы не ошибаемся, и вообще нельзя, иначе работайте на врага. Это неправда. Это большая манипуляция. Страны демократические, страны, где мобилизовано общество, и где общество воспринимает своих начальников как нанятых на работу, а не как верховных правителей, которым надо подчиняться, обычно более обороноспособна, более сильная. И армия свободных людей, она имеет мотивацию более высокую, чем армия, скажем, слуг, подчиненных и зависимых, патernалистски настроенных людей, которые такой мотивации не имеют. Надо об этом помнить. В итоге нас защитил не Зеленский и не Порошенко. Нас защитил украинский народ, взявший в руки оружие, мобилизовавшийся и добровольцами пошедший на фронт. Надо всегда об этом помнить. Давайте помнить и, конечно же, реагировать в комментариях. Сергей, благодарю вас за ваше время и ваши мысли. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.